Глава 441. Поиск звездной руды. Мэн Ин и Нангунь Юнь взволнованно передали свои трофеи победы Чутяню. Был большой мешок с исходными камнями, в общем количестве в 3500 исходных камней низкого качества. Это была огромная сумма, несмотря на то, что призыв привлек много экспертов, подобный доход превзошел все ожидания Чутяня. Недавно Мэн Цинву сделала приблизительную оценку стоимости имущества Комитета чудотворной торговли. Если все состояние Комитета чудотворной торговли посчитать в исходных камнях, то сумма составит около 200 тысяч низкокачественных исходных камней. Текущие активы, которые Комитет чудотворной торговли имел в своих магазинах, составляли всего около 30-40 тысяч камней низкого качества. Комитет чудотворной торговли был основан всего год назад. Это была вся их прибыль, хотя Мэн Цинву и Чутянь были немного недовольны этим, это было немало для любой державы или семьи. Чутянь и Мэн Цинву начинали с нуля и начинали в маленьком королевстве, поэтому им можно было гордиться тем, что они смогли достичь такого результата всего за 1 год. Но, глядя на это сейчас, это было действительно мало. Несколько человек создали маленькое испытательное поле, которое фактически заработало 10-ую часть богатства Комитета чудотворной торговли за 1 день. Это также продемонстрировало огромную деловую перспективу духовной технологии, которая была хорошей вещью и могла быстро зарабатывать деньги. Мэн Ин сказала эмоциональным голосом: «Вы просто не поверите, все эти местные жители безумцы. Обычно они такие бедные, но сейчас раскидываются деньгами. Люди в очереди почти начали сражаться друг с другом. Интересно, это действительно так весело. Лес хаоса богат ресурсами, поэтому у местных жителей нет недостатка в ресурсах для культивации. Эта среда очень закрыта, и нет никаких продуктов, на которые можно было бы потратить деньги. Они не придают большого значения исходным камням, как люди на улице». Чутянь подумал об этом и сказал: «Конечно, главная причина в этой пустой, скучной жизни. Появился такой редкий случай, когда можно было получить шанс на развлечение, поэтому, хотя они знают, что извлечь выгоду из испытательного поля очень сложно, они все еще не могут устоять перед желанием попробовать». «Кого это волнует?» Взволнованно сказала Нангунь Юнь: «Помимо затрат на управление духовным пространством и призы, которые мы даем, мы можем зарабатывать по меньшей мере 3000 в день и 30 тысяч за 10 дней. Сначала мы оберем до ниточки эту группу людей и решим финансовую проблему города чудес». Чутянь покачал головой. «Это испытательное пространство слишком грубое. Думаю, через 10 дней многим наскучит и доход упадет. Если мы действительно хотим разграбить этих парней, нам нужно сделать что-то, что будет привлекательней». Мэн Ин спросила: «Что ты хочешь делать?» «Это очень просто», — рассмеялся Чутянь. «Давайте сделаем кое-что больше, веселее и интереснее». В ближайшие несколько дней популярность испытательного поля не уменьшалась. Были даже несколько жрецов шаманской религии и зеленой религии, которые встали в очередь. Эти люди обсуждали друг с другом и даже придумали способы победить свое зеркальное отражение. Тем не менее, большинство жалоб было связано с тем, что испытательное поле было слишком маленьким, и они должны были стоять в очереди так долго, не имея возможности играть. Пока люди боролись в очередях. «Эй, ребята, разве вы еще не знаете? Я узнал интересную новость: городской лорд набирает людей для создания нового испытательного поля. И в него одновременно смогут войти более 1000 человек». В самом деле. Арнольд и другие показали радостные лица. Если бы было испытательное поле, которое могло бы вместить сразу 1000 человек, им все еще нужно было бы стоять здесь в очереди. Я тоже слышал. Новое испытательное поле будет другим. Будут не только одиночные задачи, но и командные задачи. Мы сможем объединяться с членами нашего клана, и призы будут еще лучше. Все дрожали. Это правда. Это замечательная новость. Одиночные задачи были уже очень интересными, но могли ли они также выполнять командные задачи? Все начали обсуждать этот вопрос. И как будто в качестве подтверждения их спекуляций, над их головами как раз в это время пролетал гигантский дирижабль Комитета чудотворной торговли. Вы хотите бросить вызов демоническому дракону ада? Вы хотите бросить вызов горному гиганту? Испытательное поле Комитета чудотворной торговли позволит вам бросить вызов невероятным монстрам и позволит вам испытать острые ощущения от сражений между жизнью и смертью. Пока из динамика исходил голос, на большом экране отображались различные изображения. Был вулкан, извергающий лаву, из огромного лавового озера плыла гигантская фигура огромного дракона. Его крылья широко раскрылись, и пламя исходило от его тела, когда он купался в пламени смерти. А из его рта раздавался высокомерный злой рев. Изображение внезапно сменило локацию. На вулкане было много странных демонических зверей, как будто это была территория демонов. В это время группа героических воинов пришла с неба.
Были огры, варвары и минотавры, все они были лесными племенами и были покрыты светом. Они упали среди монстров и легко уничтожили большую их группу, в конце концов, вызывая удивление у демонического дракона в озере лавы. Хонг, вулкан извергся, демонический дракон взлетел в воздух, а различные воины также подняли свое оружие. Когда предстояло окончательное решающее сражение, вся картина остановилась. Все были ошеломлены. Этот рекламный ролик всколыхнул кровь каждого. Какой храбрый воин не хотел бросить вызов могущественному существу? Кто не хотел испытать вызов, который проверил бы их пределы? Только у каждого была лишь одна жизнь, и никто не хотел умирать, делая что-то глупое. Более того, даже если кто-то захочет сразиться с драконом, другая сторона может даже не обратить на вас внимания. Все эти местные жители испустили возбужденный рев. Они хотели немедленно войти в это испытательное поле. Они попробовали бы, независимо от того, сколько камней это стоило. Сколько подобных возможностей они получат в своей жизни. Не говоря уже о том, что в соответствии с трансляцией дирижабля, за каждый вход нужно будет заплатить всего 5 камней низкого качества. Все мгновенно сошли с ума. 5 исходных камней для борьбы со злым драконом было ли что-нибудь более удовлетворяющее в этом мире, теперь их единственное сожаление состояло в том, что новое испытательное поле еще не было закончено, поэтому, прежде чем испытательное поле будет открыто, они могли убивать время только на маленьком испытательном поле. Как только эта виртуальная духовная технология была выставлена, она сразу же достигла большого успеха, или, по крайней мере, она завоевала благосклонность лесных воинов. Большому количеству исходных камней суждено было попасть в их сумки. Чутянь планировал построить духовную библиотеку, чтобы привлечь лесных ученых. Время в духовном пространстве проходило намного медленнее, поэтому месяц обучения в духовной библиотеке равнялся годам обучения в реальном мире. Это не только сделает ученых-карликов сумасшедшими, но и заставит лесных ученых со всех уголков спешить присоединиться к ним. Комитету чудотворной торговли суждено было иметь все больше и больше людей. Для начала комитету чудотворной торговли нужно собрать как можно больше людей, и после того, как они повзрослеют, они начнут развиваться. Духовные технологии станут зрелыми в то время, и они смогут создать духовную энергетическую сеть. Они могли бы построить духовные библиотеки, испытательные поля и виртуальные арены в каждом городе, объединяя весь лес хаоса. Духовные технологии в городе чудес дадут людям развлечения, позволят им жить интересной жизнью и многому научиться. Новое испытательное поле будет закончено через несколько дней. Чутянь посмотрел на перестраиваемый перед ним замок. Это место больше не нуждается в нашей помощи, поэтому мы можем теперь заняться другими делами. Нангунь, помоги мне собрать экспертов, они должны быть хотя бы в 3-м слое истинного духа. Зачем вам все эти эксперты? К чему лишние вопросы? Конечно, у меня есть цель. Но, босс, вы уже сказали, что они эксперты. Как вы думаете, они придут, как только вы хотите? Идиотка. Просто скажи им, что люди, которые помогут городскому лорду, смогут сыграть 10 раз бесплатно, когда откроется новое испытательное пространство. Нангунь Юнь быстро пошла собирать людей, и всего за несколько секунд она собрала 30-40 лесных экспертов. Если эти люди не были вождями племен, они были бы известными специалистами в этой области. Обычно они были полны высокомерия, но теперь они немедленно пришли на вызов от Чутяня. «Я хочу попросить всех о помощи, городскому лорду не нужно ничего говорить», — выпрыгнул орк. «Дело городского лорда — это наше дело». «Верно, верно. Городской лорд очень помог нам, так что это честь для нас, если мы сможем помочь городскому лорду». Чутянь больше ничего не сказал и дождался группу карликов во главе с Кларком, прежде чем отправиться в путь. Он привел этих людей к лифту в подземный мир. Все верно, Чутянь нашел всех этих экспертов только для того, чтобы собрать ИК звезд. Око звезды было ядром транспортных башен. Фрагменты ОК звезды были основными материалами для транспортирующих свитков. Око звезды также может помочь Чутяню культивировать его бессмертное тело звездного света, будь то для развития города или для увеличения собственной силы. Чутяню нужно было охотиться на звездных элементалей и добывать большое количество УК звезд. Но звездные элементали были слишком опасны, и после прошлого урока Чутянь не смел спешить и потратил несколько дней на подготовку. Звездные элементали были очень сильны, но у них не было интеллекта. Как бы ни были сильны эти парни, они не могли сбить Чутяня с толку. Чутянь создал талисман, который охранял и ослаблял чувства элементалей. У каждого человека был один, и они могли активировать его, когда они нуждались в том, чтобы нарушить чувства звездного элементаля. Помимо этого, Чутянь приготовил приманку для звездных элементалей и массив для подавления энергии звезды. С этими 3 вещами. А также с несколько десятков набранных экспертов. На что рассчитывают звездные элементали? После того, как Чутянь пройдет сквозь звездных элементалей, он не только соберет много УК звезд, но и сможет начать добывать звездную руду.
Обладая метеоритной травой и камнями звездного света, Чутянь мог бы обучить много сильных воинов в будущем. Глава 442. Охота на звездных элементалей. Чутянь бросил маленькую бутылочку в центр массива, после чего образовался дым. Он не был сосредоточенным и не рассеивался, просто парил в воздухе. В это время блуждающие вокруг звездные элементали были словно притянуты. Элементали вошли в массив, чтобы поглотить энергию. Весь массив внезапно открылся, и энергетическое поле покрыло звездных элементалей, заставляя их бесформенное тело дрожать, словно они получили очень сильный разряд. Воздух был наполнен искрящимся светом, когда образовалось большое количество элементарных руд. Их притягивали тело звездных элементалей, словно магнит железные листы, они полностью обернули тело звездных элементалей. Тела звездных элементалей были из чистой энергии, и они мгновенно начали объединяться в жидкость, поскольку их сила была запечатана. Как будто они замерзли в желе, и их плавное тело с трудом могло передвигаться. Хотя у них не было никакого интеллекта, их инстинкты говорили им, что это плохо. Звездные элементали изо всех сил пытались покинуть это место. Чутянь увидел, что появилась возможность, и сразу же подал сигнал рукой, в результате чего несколько десятков экспертов атаковали одновременно. С сильными звуками взрыва в земле появилось несколько больших дыр, как раз там, где недавно были заперты звездные элементали. Их тела были разбиты на куски, что было похоже на взрыв фейерверка, в результате которого по земле рассеялись бесчисленные звездные кристаллы высокой частоты, и среди них были пылающие ика звезд. Мэн Ин и Нангунь Юнь начали собирать звездные кристаллы высокой частоты, в результате чего их мешки для хранения были заполнены. Они уничтожили в общей сложности 28 звездных элементалей, что позволило Чутяню собрать 28 звезд и бесчисленное множество звездных кристаллов высокой частоты. Процесс был даже более плавным, чем предполагалось, и большинство звездных элементалей здесь были убиты Чутянем. Самое большое сожаление теперь было в том, что не было достаточно звездных элементалей, каждое око звезды было драгоценной вещью, представляющей одну транспортную башню и большое количество транспортных свитков, а также от них зависел прогресс бессмертного тела звездного света. Как только эти 28 элементалей были уничтожены, самое большее, они могли сделать только несколько транспортных башен. Конечно, Чутянь должен быть доволен. Око звезды был материалом 4-го уровня. Это был не просто материал 4-го уровня, а очень редкий материал 4-го уровня. Быть способным найти так много в простой дыре было уже удачей нескольких поколений. Теперь остался только один. Чутянь посмотрел на центральную область шахты. Каждый должен приложить немного больше усилий, мы сможем уйти, как только закончим с ним. Это был последний и самый сильный звездный элементаль. Чутянь не тревожил его, так как ауры, которую этот элементаль выпускал, было достаточно, чтобы напугать Чутяня. Поэтому, когда он убивал других звездных элементалей, Чутянь избегал этой области, временно не привлекая его внимания. Чутянь нашел подходящее место для размещения флагов массива. Это был массив для подавления звездных элементалей. Все признали его силу, и этот массив был главной причиной, по которой они смогли убить более 20 звездных элементалей без каких-либо травм. Как только эти опасные звездные элементали входят в массив, они будут подавлены, неспособные дать отпор, как рыба на разделочной доске. Каждый вытащил и активировал свой камуфляжный талисман. Звездному элементалю теперь было бы очень трудно их обнаружить. Всем приготовиться. Начинаем. Чутянь бросил маленькую бутылочку в центр массива, и маленькая бутылочка снова выпустила дым, который был обнаружен спящим звездным элементалем. Сильная энергия исходила из щели в земле, когда большое количество звездного света начало собираться вместе, быстро образуя гигантского звездного элементаля высотой в несколько футов вокруг звездного ядра. Этот парень был таким большим, Мэн Ин и Нангунь Юнь не были достаточно сильны, поэтому они не участвовали в битве и наблюдали издалека. Этот звездный элементаль был более чем в 2 раза больше предыдущих, а энергия и аура, окружающие его, были в 3 раза сильнее, чем у предыдущих. Это был просто король звездных элементалей. Король звездных элементалей был пробужден и немедленно двинулся к массиву. Хотя король звездных элементалей был очень силен, эта элементальная жизнь не обладала какой-либо формой разума, его можно было привлечь к вещам через инстинкт. У него не было никакого способа определить очевидную ловушку, поскольку он двигался к центру массива без задней мысли. Активируйте массив. 8 карликов с сильным совершенствованием услышали приказ Чутяня и активировали массив. Тело звездного элементаля было покрыто сильным энергетическим полем, и оно несколько раз вибрировало, прежде чем к нему притянулись бесчисленные руны, словно магниты, прикрепляющиеся к телу звездного элементаля. Это заставило его испустить слабый свет во всех направлениях, поскольку ему становилось все труднее двигаться. Через некоторое время он был запечатан.
Все здесь охотились на более 20 звездных элементалей, поэтому они ясно могли сказать, что этот гигантский звездный элементаль был запечатан, и это был лучший шанс, чтобы атаковать его, все сразу же выпустили свои атаки. В это время король звездных элементалей почувствовал опасность и выпустил волну энергии из своего тела, которая была смешана с гневной духовной энергией. Тело элементаля внезапно выпустило интенсивный свет, и руны, запечатавшие его, дали треск. Выражение лица Чутеня слегка изменилось. Будьте осторожны. Король звездных элементалей оказался сильнее, чем он предполагал, и он отличался от других звездных элементалей. У этого парня уже было немного сознания, и хотя у него не было интеллекта, у него был более высокий уровень инстинктов, чем у других звездных элементалей. После того, как король звездных элементалей повредил печать, его запечатанная сила была выпущена снова. Его тело издавало взрывные звуки, и бесчисленные кусочки звездного света, которые покрывали его тело в качестве защиты, образовали плотную оболочку вокруг него. Лесные эксперты яростно атаковали защитное поле. В конце концов, защитное поле было разрушено. Бесчисленные точки звездного света переплелись друг с другом и выпустили сильную электромагнитную атаку. Всех атакующих отправили в полет обратно этой энергией, и они вылетели на несколько десятков метров, как воздушные змеи. Каждый из них получил тяжелые травмы. Такой сильный элементаль Чутянь привел лучших лесных экспертов. Когда несколько лесных экспертов нападали все вместе, было немного людей в городе чудес, которые могли бы заблокировать подобное без каких-либо травм. Не говоря уже о том, что сила элементаля была запечатана, но он отразил все атаки и даже ранил нападавших. Лесные жители были в шоке. Хотя они знали, что звездные элементали не были слабыми, только теперь они поняли, что те, кого они так легко убили, были такими сильными. Если бы Чутянь не сдерживал их, возможно, они были бы давно убиты. Король звездных элементалей отправил всех в полет одновременно. Руны, запечатывающие его силу, врывались одна за другой. Каждый мог ясно чувствовать, что с каждой исчезнувшей руной сила короля звездных элементалей увеличивалась, и он постепенно высвобождал всю свою силу. Если бы вся его сила была освобождена, даже если у них было численное превосходство, половина из них была серьезно ранена. Эти лесные местные жители колебались, так как не знали, стоит ли им сражаться изо всех сил. «Не паникуйте!» Чутянь закричал, когда он активировал несколько талисманов в своей руке. Они были специально подготовлены для особых ситуаций, в основном для усиления силы печати. Несколько талисманов были активированы, и они вливали свою энергию в массив. Были лучи света, которые появлялись на крае массива и направлялись, словно шелковые нити, к королю звездных элементалей в центре. Прочность печати удвоилась, у звездного короля элементалей не было возможности дать отпор. Это подавление не могло продержаться долго, оно могло продлиться не более 2-3 секунд. Звездный барьер, который только что выпустил звездный элементаль, не был сломан, и он мог защитить его от любого повреждения, прежде чем тот восстановит свою силу. Мощь его защиты была видна всем. Хотя несколько лесных экспертов напали вместе, его барьер совсем не ослаб. Он выглядел все еще очень прочным, и его нельзя было легко сломать. Чутянь активировал свое бессмертное тело звездного света, у него не было выбора, кроме как вступить в бой лично, меч демонического бога был освобожден. Чутянь соединился с духом меча мира пустоты, и пламя покрыло его тело. Искусство меча было выпущено в полную силу, и с помощью одного шага вокруг него появилось 8 клонов, все из которых высвободили сияние меча на защитное поле звездного элементаля. Раздался оглушительный взрыв, не было никаких сомнений, что Чутянь не был сильнее лесных экспертов, но меч демонического бога Чутяня имел мощную разрушительную способность. Пламя мира пустоты было заклятым врагом почти всех методов защитного совершенствования, так что неудивительно, что эта атака также разрушила и оборону короля звездных элементалей. Сила отскока была как волны, падающие на гору. Пламя вокруг Чутяня начало дрожать, и вокруг звездного света появились трещины. Он был отброшен на несколько метров и врезался в землю, как бомба, мгновенно образовав большую дыру. Хорошая возможность. Меч демонический бог был близок к духовному источнику божественного уровня, и его разрушительная сила разрушила защитную энергию звездного элементаля, создав шанс для всех остальных. Все начали свою атаку, и король звездных элементалей, наконец, рассыпался на части под этой жестокой атакой. «Чутянь, ты в порядке?» Мэн Ин и Нангунь Юнь поддержали Чутяня. «Я в порядке». Чутянь махнул рукой. Хотя его совершенствование не было высоким, он имел большой успех со своим бессмертным телом звездного света. Этой силы отскока было недостаточно, чтобы нанести ему смертельные раны. Соберите добычу. Король звездных элементалей был действительно самым сильным звездным элементалем. Звездных кристаллов особой частоты было в 4-5 раз больше, и око звезды было намного больше, чем прежде, равное тем, которые были получены при убийстве нескольких из них.
Регион безопасен, так как это всегда была территория агрессивных звездных элементалей, поэтому подземные монстры никогда не приходили сюда. Мы можем построить базу в Дьявольской пасти и исследовать остальной подземный мир отсюда, сказал Чутянь. Кларк, помимо этого, ресурсы здесь очень важны для будущего развития города чудес, поэтому вы должны быстро подготовить оборону здесь. Чутянь ушел после раздачи обязанностей. Нангунь Юнь неожиданно сказала: «Кажется, здесь есть что-то еще». После того, как король звездных элементалей был уничтожен, кроме большого количества звездных кристаллов и ак-звезды, остались другие вещи. Глава 443. Пилюля звездной сущности. Там, где был убит король звездных элементалей, было большое количество светящейся жидкости. Эта вещь была очень похожа на ртуть, и ее было очень трудно увидеть в такой среде. Звездная сущность — это очень редкое укрепляющее священное лекарство. Это священное лекарство. Нангунь Юнь подумала, что нашла какое-то сокровище. У Комитета чудотворной торговли было много священных трав в их магазинах, а также несколько бессмертных трав, поэтому она была немного разочарована. Черт, эта старушка думала, что это какое-то сокровище. Нангунь, твои мысли ошибочны. Разве священное лекарство все еще не лекарство? Чутянь собрал звездную сущность, который наполнил большую часть маленькой бутылки, не говоря уже о том, что у священных лекарств также есть различия в уровне. Эта звездная сущность — редкое священное лекарство 4 уровня, но из-за его мягкости, хотя это священное лекарство 4 уровня, даже культиваторы более низкого уровня могут противостоять его побочным эффектам. Это сокровище редко можно увидеть, и у нас будет много применений для него позже. Нангунь Юнь удовлетворенно кивнула, услышав это. Звездная сущность считалась случайным урожаем. Чутянь вернулся в город чудес и сначала дал местным жителям награды за помощь, прежде чем отправить их. Этим местным жителям было плевать на награды, так как возможность использовать новое испытательное поле бесплатно было достаточно, чтобы удовлетворить их. В это время. В офисе городского лорда. Молодая мисс и Вивиан, как два вице-лорда, были заняты заботой о официальных делах. Молодая мисс была хорошо знакома с подобной работой и легко справлялась со всем, и ее ручка двигалась так же быстро, как ветер, мгновенно заботясь о большой куче вещей. Вивиан же сидела в стороне, кусая ручку, а иногда почесывала голову. Она совсем не годится для таких вещей. Чертов королевский отец, он на самом деле отправил меня в город чудес, чтобы стать вице-лордом. Старшая сестра, Вивиан, мы вернулись. Взволнованно сказала Мэн Ин: «Быстро идите и посмотрите, что мы принесли». Когда Вивиан услышала голос Ин, она сразу же встала. «Что хорошего вы принесли? Быстро покажите мне». Мэн Ин на одном дыхании вынул звездные кристаллы, которые вывалились в небольшую гору. Вивиан и Мэн Цинву были ошеломлены, увидев это. Энергия внутри звездных кристаллов была очень чистой, это был определенно редкий предмет высшего качества. Все они культивировали бессмертное тело звездного света. Конечно, они знали, как драгоценны эти вещи. Мэн Цинву была очень удивлена. «Откуда у вас так много звездных кристаллов?» «Вы определенно еще не знаете», — сказала Нангунь Юнь высоким резким голосом. «На самом деле, под городом чудес существует подземный мир, и мы можем пойти еще глубже в место, называемое Дьявольской пастью. Там было много уродливых монстров, а также глазастые чудовища, которые стреляли лучами из глаз. Мы должны быстро использовать эти звездные кристаллы, чтобы стать сильнее и отправиться в приключения. Я действительно хочу увидеть, сколько еще странных монстров там внизу. Юная мисс больше не должна работать, иди и совершенствуйся со всеми». Чутянь не дал распоряжения Мэн Цинву: «Предоставьте дела города мне». Чутянь уехал из города на несколько дней, и все его население быстро увеличивалось. Лес хаоса нельзя сравнить с южной летней страной, ресурсы здесь были слишком богаты. Повсюду были разные эликсиры и священные травы, а цены были очень низкими. Прежде чем Чутянь ушел, он подготовил руководство для всех. Он также предоставил ресурсы, и цветочные феи очень помогли их культивированию. Чен Бинву и Дун Фэн Харан уже были на пике 1-го уровня истинного духа. Мэн Цинву, Мэн Ин, Нангунь Юнь и другие находились в пике 9-го слоя пробужденной души. Эти звездные кристаллы пришли очень вовремя. Каждый воспользовался бы этой возможностью, чтобы прорваться сквозь свое узкое место, в результате чего их силы вышли бы на новый уровень. Если бы все высокопоставленные специалисты Комитета чудотворной торговли были бы экспертами Царства истинного духа, они бы более стабильно удерживали свои нынешние позиции. Мэн Цинву, конечно, была очень счастлива и взволнована. Кто не хотел бы, чтобы их сила хоть немного увеличилась? В последнее время в городе произошло слишком много вещей.
Мэн Цинву, похоже, кое-что вспомнила, упомянув что-то очень важное. Ранения пророка еды, похоже, стали серьезными. Шаманы уже пообещали преданность комитету чудотворной торговли, карлики тоже покорились, и местные жители все мирные, так что только друиды остались единственной переменной. Я беспокоюсь, что с пророком возникнет какая-то проблема, и это создаст среди них хаос. Это немалая сила. Зеленая религия, религия нежити, религия шаманов и религии друидов — вот основные силы в этом регионе. Друиды по сравнению с другими тремя были в стороне от мирских дел, но они не были маленькой силой. Способности друидов очень интересны. Если бы они могли стать частью города чудес, это было бы для нас очень выгодно. Мэн Цинву сжала брови. Я думал о том, как мы могли бы им помочь, но у тебя уже должен быть метод, не так ли? Молодая мисс может быть уверена, сказал Чутянь. Я возьму Вивиан в небольшое путешествие, и эта маленькая проблема будет решена. Хорошо. Вивиан не хотела больше сидеть в этом скучном офисе. Старшая сестра может пойти культивировать за закрытыми дверями, без чувства беспокойства, пока мы здесь. Чутянь оборвал ее. Молодая мисс слишком слаба. Вицелорд моего уважаемого города чудес находится только в царстве пробужденной души. Это слишком неправильно. Мэн Цинву грубо сказала. Это действительно неловко, господин городской лорд. Чудно, чудно, сказал Чутянь со смехом. Однако этот городской лорд очень добр к красавицам. Если Мэн Цинву достигнет царства истинного духа, ее духовный источник небесной книги станет сильнее, значительно улучшив ее навыки обучения и работы. Острый нож нельзя было использовать для резки дерева, поэтому, независимо от того, насколько они заняты, им все равно нужно было сначала увеличить свою силу. Хорошо, тогда этот черновой план был завершен за последние несколько дней. Мэн Цинву положила толстую тетрадь на стол. Мы проанализировали все недостатки города чудес и места, которые необходимо улучшить. Мы также определили предварительное место строительства. Посмотрите, я уверен, что молодая мисс позаботится об этом. Чутянь даже не взглянул на это и отбросил в сторону. Отправь это, и пусть они немедленно выполняют. Мэн Цинву потеряла дар речи. Когда этот парень перестанет быть таким безответственным? Город чудес был будущей главной штаб-квартирой комитета чудотворной торговли, но этот парень действовал таким безразличным образом, что она была полностью побеждена им. Хотя она была недовольна небрежным отношением Чутяня, Мэн Цинву чувствовала его доверие к ней, что наполняло ее сердце небольшим удовлетворением. Мэн Цинву побудила Ин, Нангунь и других приблизиться. Чутяню нужно было полностью позаботиться о проблеме с друидами, поэтому он убежал, чтобы усовершенствовать несколько пилюль звездной сущности. В настоящее время сила Чутяня была трудной для улучшения материала 4 уровня, потому что очищающие массивы 4 уровня не могли использоваться культиваторами истинного духа, а очищающий массив ниже 4 уровня не мог очистить материалы 4 уровня. Тем не менее, звездная сущность была очень неагрессивной, поэтому ее можно было комбинировать. Чутянь мог комбинировать звездную сущность с материалом 3 уровня. Несколько пилюль звездной сущности были сделаны таким образом, и их эффект не проиграет священным пилюлям 4 уровня. Чутянь для начала принял одну, и сила пилюли звездной сущности распространилась по его телу, немедленно показывая ее эффект. Он перенес тяжелые травмы после боя с личом и не до конца восстановился. Ему потребовалось бы много времени для полного излечения, но теперь он был восстановлен до своей лучшей формы в мгновение ика. Эффект звездной сущности не был чисто лечебным. Этот вид пилюли может улучшить телосложение. Независимо от того, сколько лет было скрытому повреждению, оно было бы устранено этим мощным лечебным эффектом, и это улучшило бы телосложение принимающего. Это была хорошая вещь, которую нельзя купить за деньги. Вивиан, мы идем в храм друидов. Хорошо. Вивиан использовала свою космическую энергию и немедленно перенесла Чутяня в храм друидов. От этой пространственной способности вообще не было защиты, и они оба оказались прямо перед воротами храма друидов. Кто это? Друиды быстро окружили их. Все не поймите неправильно, я городской лорд Чутянь. Чутянь поднял пилюлю. Этот городской лорд был обеспокоен неизлечимыми травмами пророка еды, поэтому я рискнул отправиться в подземный мир и уничтожил 18 жестоких зверей, собрав 8 видов бессмертных трав, чтобы усовершенствовать пилюлю с древней формулой. Эта пилюля наверняка излечит раны пророка еды, поэтому я прошу встречи с ним. Друиды смотрели друг на друга в полном смятении. Была ли такая удивительная пилюля, но друиды должны были верить в навыки Чутяня. Потому что, когда Чутянь сражался с личом, многие друиды лично видели это. Пророк Йода вернулся с той битвы раненым и находился в почти при смерти, но именно Чутянь нашел для него способ временно сохранить жизнь. Чутянь записал несколько формул пилюль, чтобы подготовиться к лечению травм еды. Кто бы мог подумать, что внутренние травмы еды станут намного серьезнее после битвы с личом.
в настоящее время был близок к смерти. Возможно, он не сможет выжить на этот раз. Друиды очень волновались, потому что пророк был не просто лидером друидов, но и их высшей духовной поддержкой. Если бы с Йодой что-то случилось, это сильно ударило бы по всей религии друидов. Чутянь появился в это время с бессмертной пилюлей высшего сорта, что, несомненно, позволило друидам увидеть свет надежды. «Прошу прощения, господин городской лорд, мы были неуважительны. Пожалуйста, проходите». Друиды очень почтительно пригласили Чутяня в храм. Глава 444. Ловушка. Вивиан знала о друидах еще до прибытия в город чудес. Говорят, что друиды общались с природой и использовали странные методы, чтобы трансформировать свои тела, позволяя им стать демоническими зверями. Они могли свободно превращаться во всевозможных демонических зверей от маленьких птиц до маленьких зверей. Эта трансформация была не просто изменением формы. Самой сильной стороной друидов было то, что они могли полностью превратить свои тела в демонов, включая копирование их навыков. Это было то, чего не могли достичь никакие техники совершенствования, и даже древние техники демонов не могли сделать подобного. На этот раз, придя в храм друидов с Чутянем, Вивиан, естественно, была очень любопытна, сразу же начала оглядываться вокруг. Друиды были не очень дружелюбны, но все же отошли в сторону и не смели показывать никаких выражений. В конце концов, Чутянь теперь был городским лордом города чудес, и друиды действительно нуждались в его помощи. На каменной платформе в центре храма тела пророка Еды, которое было менее метра, в настоящее время лежало в массиве, поддерживающем его жизненную энергию, и два верховных жреца друидов охраняли его. Это был легендарный пророк, обладающий способностью предсказывать будущее. Вивиан задумалась. Говорят, легендарные мудрые и сильные пророки выглядели так же, как гоблины, но он полностью отличался от того, как она себе представляла. Пророк Йода в этот момент выглядел как обезвоженная лягушка с усохшей кожей. Хотя на поверхности не было видимых ран, его жизненная сила была уже полностью истощена. Вивиан сказала, это серьезные травмы, он не может долго продержаться. Эти слова привлекли недовольство других друидов. Был друид, который сказал тяжелым голосом, пророк был ранен в битве с Личом, и мы лечили его методами и лекарствами, которые прислал городской лорд, но его предыдущие раны снова вспыхнули и вызвали разрушение тела пророка. У нас нет времени, чтобы собрать больше материалов. Чутянь слегка кивнул. «Чего же вы ждете?» — крикнул с тревогой верховный жрец-друид. «Поскольку городской лорд нашел способ исцелить пророка, вы уже должны сделать ход. Разве вы не видите, что жизнь пророка в опасности? Эй, чего ты кричишь, где твои манеры?» Вивиан была эльфом, поэтому ей не нравились жестокие духовные звери. Теперь, когда он продемонстрировал такие манеры, она чувствовала себя очень несчастной. Наш старший брат Чутянь здесь, чтобы помочь, и это дает вам друидам лицо, но теперь кажется, что мы в чем-то вам обязаны. Характер верховного жреца друида-медведя взорвался, и его рот не мог быть остановлен. Если бы не друиды, помогающие бороться с религией нежити, вспыхнули бы старые раны пророка. Если бы не помощь друидов, зеленый город уже был бы истреблен. Стал бы этот человек городским лордом, и существовал бы город чудес. Нельзя сказать, что вы нам не должны. Ты. Вивиан лишь случайно сказала это, но она никогда не думала, что этот друид будет таким необоснованным. Она надула щеки и прикусила губы. Если город был бы разрушен, как друиды смогли бы сбежать? Вы говорите так, будто друиды были самоотверженными, но вы просто спасали свои задницы. Если бы не старший брат Чутянь, убивающий Лича, не говоря уже о вашем пророке, все друиды не смогли бы вернуться живыми. Как вы хотите рассчитать этот долг? Медведь-верховный жрец просто уставился на нее. «Чего ты уставился на меня? Ты хочешь драться?» Вивиан была не такой жестокой, как Нангунь Юнь, но кроме того, что она была послушной перед Чутянем и Мэн Цинву, как она могла бояться других. Она скинула рукав и показала белоснежное запястье. «Глупый медведь, я избивала десяток таких, как ты раньше. Ты ищешь смерти». Медведь-друид сердито взревел, когда его тело испустило ослепительный свет. Его тело увеличилось в 5-6 раз, а доспехи вокруг него почти взорвались. Его мех дико рос, когда он превратился в гигантского зверя. Вивиан сузила глаза, и ее пространственная энергия вибрировала, когда появился кинжал, испускавший сильную ауру. Он был мгновенно привязан к гигантскому зверю, и казалось, что кинжал может поразить другую сторону лишь малейшим движением. Источник духа пространственного атрибута, все друиды были в шоке. Вивиан, казалось, было около 14 лет, но ее совершенствование не было низким. В настоящее время она достигла пика 4-го уровня истинного духа. Не говоря уже о том, что она обладала пространственной энергией, которую нормальные люди не могли блокировать,
поэтому ей было несложно убить нескольких друидов уровня Великого Жреца. Друиды стали осторожнее и приготовились сделать шаг. Чутянь скрестил руки, будто смотрел спектакль, но его сердце тайно думало. Эти друиды действительно были безрассудны, если бы эти парни, которые следовали только своему собственному разуму, не были очищены, они могли бы вызвать много проблем для города в будущем. Стоп. Один из верховных жрецов друидов выделился. Это был редко встречающийся духовный зверь. У него была пара крыльев и когти на ногах. Люди-ястребы были не так вспыльчивы, как люди-медведи, поэтому он немедленно выделился, чтобы остановить это. Городской лорд любезно пришел, чтобы исцелить пророка, и вы все еще хотите напасть на них, разве религия друидов не заботится о праведности? Это то, чему нас учил пророк. Если вы хотите драки, я не против, спокойно сказал Чутянь. Только я вспомнил, что забыл представить вам. Это Вивиан из Вечного Леса. Она — вице-лорд Города Чудес и дочь эльфийского короля Вечного Леса, а также редкий талант среди эльфов. Эти слова были как раскаты грома, падающие на друидов. Дочь эльфийского короля. Эта эльфийская девушка на самом деле была дочерью эльфийского короля. Друид-медведь немедленно остановился и вернулся к своей первоначальной форме. Даже если бы друиды были непослушными, захотели бы они напасть на дочь эльфийского короля. Не говоря уже о том, могут ли они победить или нет, просто смотря на Вечный Лес, это не было чем-то, против чего могла бы пойти любая держава в лесу. Прошу прощения, друиды были импульсивны в этот раз. Ястреб Верховный Жрец впивался взглядом в медведя, прежде чем подойти к Чутяню и Вивиан. Пока вы можете спасти нашего пророка, друиды готовы заплатить любую цену. Мы надеемся, что городской лорд сможет забыть об этом. Конечно, мне все равно. Чутянь совсем не злился. Однако, поскольку друиды любят рассчитывать долги, я должен сделать то же самое. Вы сказали, что Йода привел людей для борьбы с Личом, я могу согласиться с этим. Однако вещи не могут существовать без фундамента. Друиды не предприняли никаких действий для города, и я также спас еду от Лича, а также отправил ему лекарства сразу же после возвращения в город, так что мы можем подумать и об этом. Ястреб-друид выглядел очень неловко. Да, городской лорд прав. Тогда давайте посчитаем остальное. Чутянь достал пилюлю звездной сущности. Чтобы спасти великого мастера еду, этот городской лорд лично повел людей в подземный мир, чтобы убить 18 жестоких зверей и собрал 8 бессмертных трав, чтобы усовершенствовать эту пилюлю с помощью древнего рецепта. Я думаю, что в этом мире нет бесплатной еды, и я не хочу делать ее слишком дорогой, поэтому вы можете купить ее за 500 тысяч исходных камней. 500 тысяч исходных камней. Как у друидов могло быть столько исходных камней? У друидов не было никакого источника дохода, не говоря уже о 500 тысячах, они не могли даже вывести 50 тысяч или даже 5 тысяч. Чутянь убрал пилюлю. Этот городской лорд все еще занят, поэтому я уйду первым. Когда у вас будет достаточно денег, приходите и найдите меня. Сказав это, Чутянь начал уходить. Городской лорд. Все друиды начали паниковать. Вы не можете игнорировать чувства других. Игнорировать чужие чувства. Я хотел выразить свою благодарность, но вы хотели получить от меня пользу. Чутянь пожал плечами. Буду откровенен, друиды для меня — просто группа воров, которые не могут отличить хорошее от плохого. Так почему же мне нужно давать вам лицо? Если я спасу еду сегодня, кто знает, не свергнете ли вы меня через несколько дней? Вместо того, чтобы рисковать, я мог бы сделать первый шаг. Друиды вспыхнули в холодном поту. Слова, которые произнес Чутянь, казались почти такими, будто он хотел пойти против друидов. Теперь, когда город чудес контролировался Чутянем, он не только пользовался поддержкой карликов, но и поддержкой шаманов и многих местных племен. Если Чутянь хочет атаковать друидов, он может уничтожить друидов, пока Йода был тяжело ранен. Вивиан, мы уходим. Вивиан высвободила свою пространственную энергию и приготовилась забрать Чутяня. Городской лорд. Пожалуйста, подождите. Все друиды очень спешили. Выражение лица верховного жреца медведя изменилось, так как он знал, что причинил много неприятностей. Этот, казалось бы, спокойный городской лорд был на самом деле непростым человеком. Я готов поклясться во имя бога друида, что мы поклянемся в верности городу чудес и не сделаем ничего, что принесет жителям неприятности. Чутянь поднял руку. Вивиан остановила пространственную телепортацию. Другие знали, что делать, и сразу поклялись, что не предадут город чудес. Друиды пообещали это под именем духовного бога, чтобы этому завету можно было поверить. Этот городской лорд не любит сражаться. Разве не лучше, если все живут счастливо и вместе зарабатывают деньги? Чутянь покачал головой и сказал: «Пророк Йода — мудрый человек, а городу чудес нужны мудрые люди. Хотя вы меня очень разочаровали, я готов дать вам скидку».
100 тысяч исходных камней. Друиды хотели плакать, но у них не было слез. Господин городской лорд, у нас, друидов, нет никакой собственности, мы не можем заплатить так много. Другой жрец-друид сказал: исходные камни, мы можем их медленно вернуть, но положение пророка не может быть отложено. Ты прав. Чутянь похлопал себя по груди и вынул несколько свитков. Тогда просто сначала подпишите эти духовные контракты. Храм друидов должен будет городу чудес 100 тысяч исходных камней, и я могу заставить друидов работать в городе чудес 3 года, чтобы вернуть этот долг. Этот контракт просто должен быть подписан каждым верховным жрецом. Пока вы примите это условие, я немедленно спасу пророка. Это было сказано без долгих раздумий. Он уже подготовил эти контракты. Даже если бы у них был крошечный мозг, они могли бы понять, что они попали в ловушку городского лорда, но что они могли сделать? Подпишем. Мы все подпишем. 100 тысяч исходных камней было немалым количеством, но чтобы спасти пророка Еду, друиды были готовы заплатить любую цену. Медведь, верховный жрец, взял на себя инициативу, после чего все верховные жрецы подписали контракт Чутяня. Чутянь показал хитрую улыбку, как будто его заговор удался. Попав в его ловушку, вы все еще думаете, что сможете сбежать? Глава 445. Подчинение друидов. Поскольку друиды признали свое поражение, Чутянь не станет им мешать. Он немедленно дал таблетку Вивиан и заставил пророка Еду принять таблетку. Все друиды были обеспокоены. Хотя они понесли большие потери, пока пророк Йода мог быть излечен, друиды все еще были готовы заплатить эту цену. Разве это не всего лишь долг в размере 100 тысяч исходных камней городу чудес? Эта сумма была немаленькой, но если бы несколько сотен жрецов-друидов храма работали вместе, возвращая 10-20 тысяч в год, они могли бы вернуть все это через 4-5 лет. Вивиан немного нервничала в своем сердце. С друидами было нелегко иметь дело. Если Чутянь обнадежит их, но не даст ожидаемых результатов, друиды взбунтуются, и это значительно уменьшит престиж Чутяня как городского лорда. 1 минута, 2 минуты, 3 минуты прошли. После того, как Йода проглотил пилюлю звездной сущности, его тощее обезвоженное тело начало восстанавливать свою жизненную силу. Его тело окружало слабый звездный свет, похожий на дождь, падающий на засохшую землю, позволяющий этой сухой и морщинистой коже восстановить свою былую славу. Кажется, это работает. Друиды показали выражение радости. Эта пилюля выглядела очень обычной, но на самом деле она действовала очень быстро. Казалось, что городской лорд не солгал им, и это должно быть невероятная бессмертная пилюля. Будь то материалы или метод обработки, все они должны быть невероятно редкими. Пророк приходит в себя. Пророк очнулся. Друиды кричали в радости. Йода уже медленно приходил в себя. Вивиан увидела счастливых друидов и в глубине души похвалила, что старший брат Чутянь действительно могущественен. Человек одной ногой в могиле был возвращен к жизни одной пилюлей. Чутянь с удовлетворением кивнул. «Пророк Йода, как вы себя чувствуете?» Йода был духовной опорой друидов. Хотя в религии друидов было несколько верховных жрецов, этого было недостаточно, чтобы стабилизировать религию друидов. Как только что-то случится с Йодой, друиды распадутся. Это была не просто проблема для религии друидов, но и для всего города чудес. Чутянь надеялся, что все пройдет гладко с призывом в город чудес. Йода проснулся, и после того, как он был ошеломлен на полсекунды, он с удивлением обнаружил изменения в своем теле. Мои травмы после боя с Личом полностью излечены, а моя предыдущая травма улучшается. Друиды были в восторге. Это означало, что пророк скоро сможет восстановить все свои силы. Тогда Йода станет истинным духовным экспертом царства преображения души. Чутянь уже ожидал этого. Вы приняли пилюлю, которую я очистил, поэтому, естественно, эти небольшие травмы будут излечены. Однако вам не нужно благодарить меня слишком сильно, потому что эта пилюля была продана вашему храму, это была просто честная сделка. Когда Йода узнал о случившемся, он не знал, смеяться ему или плакать. На самом деле, с умом Еды, как он мог не угадать того, что город чудес сделал с друидами? Независимо от того, насколько великодушным был правитель, он не допустил бы группу нарушителей спокойствия, которые не следовали правилам на своей территории. Однако Йода никогда бы не подумал, что Чутянь действительно использует этот метод. 100 тысяч исходных камней не считаются слишком большой суммой, сказал Чутянь. Я как раз набираю работников для комитета чудотворной торговли, и я хочу, чтобы пророк Йода был менеджером по персоналу в городе чудес. Ежегодная зарплата составит 10 тысяч исходных камней. Вы заинтересованы? Друиды снова наполнились яростью. Чутянь на самом деле пытался завербовать великого пророка религии друидов в качестве своего подчиненного,
это было просто оскорблением религии друидов и бога друидов. Йода немного колебался, не соглашаясь и не отвергая предложение. Я хочу напомнить всем здесь, что нынешний город чудес больше не является зеленым городом. Голос Чутеня был спокоен, но невысок. Когда люди меняются, обычаи тоже меняются. Я уважаю религию друидов и могу дать вам район в городе, но в пределах моего города люди должны следовать обычаям. Никаких исключений не может быть. Когда слова были сказаны так. Могут ли друиды все еще отвергать предложение? Чутянь был довольно щедрым. Он дал друидам свободу, и город чудес не мешал им, но друиды должны были следовать обычаям города. С таким городским лордом, как вы, в городе чудес, лес хаоса увидит новый мир, сказал Йода с волнением. Я согласен с предложением городского лорда. Я готов предложить свою скудную мудрость, чтобы внести свой вклад в город чудес. Друиды были ошеломлены. Достопочтенный и таинственный пророк фактически согласился на такое предложение. Я верю обещанию пророка еды. Пророк Йода теперь будет руководителем штата города чудес и ученым высокого уровня. Я полагаю, вы не пожалеете о своем выборе сегодня. Чутянь сделал шаг назад и сложил руки. Так как этому городскому лорду больше нечего сказать, пророку Еде следует сначала отдохнуть. Я буду ждать прибытия пророка в замок городского лорда. Вивиан протянула руку. Двое из них исчезли с космическими колебаниями. Великий пророк. У друидов были сложные выражения, когда они говорили: «Вы действительно подчинитесь правилам этого человека». Верно. Нам не нужно идти на компромисс с этим человеком. Друиды — свободный народ, как мы можем быть в подчинении у человека? Подчинение? Что такое подчинение? Йода сел на платформу, скрестив ноги. Я не вижу будущего города чудес, но могу сказать, что этот город претерпит потрясающие изменения. Друиды разбросаны по всему лесу и никогда не имели места, которое могли бы назвать домом. Я думаю, что нам пора найти безопасное место, чтобы пустить корни. Отныне друиды будут не просто следовать правилам города чудес, а станут частью его. Несколько верховных жрецов были шокированы. Друиды всегда были нейтральными и никогда не участвовали в каких-либо конфликтах, если их выживанию не угрожала опасность. Теперь Йода велел всем войти в мир, это определенно изменило бы религию друидов. Но друиды никогда не сомневались в словах пророка. Если пророк Йода сказал это, должна быть причина, которая принесла бы пользу друидам. Эти верховные жрецы никогда не задавали вопросы пророку, не говоря уже о других друидах. Хотя они были смущены, все приняли это. В светлых глазах Еды вспыхнуло несколько полос света, когда он медленно закрыл их. Вивиан привела Чутеня на травянистую равнину. Был свежий ветерок, цветы распускались, вокруг трепетали бабочки, повсюду бегали дикие олени и кролики. С горами, окружающими все четыре стороны, где это было похоже на город, это было похоже на тихий лесопарк. Если кто-то продвинется еще примерно на 10 миль вперед, то там была арена, где проходил призыв. Этот город был слишком большим, он был почти как маленькая страна. Людям хватило бы места, чтобы построить несколько десятков городов. Старший брат, этот коротышка очень могущественный. Подумала Вивиан. Когда он проснулся, я почувствовала, что не смогу его победить. Если он сможет восстановить свои силы, возможно, он станет экспертом царства преображения души. Вивиан была вторым сильнейшим экспертом в городе чудес. По крайней мере, благодаря пространственному кинжалу и технике совершенствования побега пустоты не было экспертов Царства Небесного Духа, которые могли бы с ней бороться, но у нее не было возможности победить эксперта Царства Преображения Души. Городу нужен кто-то, у кого достаточно сил, чтобы сидеть у руля. Также стоит упомянуть, что Йода имеет огромную мудрость. Управление городом или помощь с исследовательской лабораторией, он станет очень важным человеком. Ты решил этот вопрос с подчинением друидов. После того, как старшая сестра Мэн Цинву узнает об этом, она определенно будет счастлива. Последний барьер для города чудес уже был преодолен. Теперь это было истинное начало развития города. В это время прозвучало устройство связи Чутеня, ему позвонила Деларес. Чутянь уже несколько дней не видел эту кокетливую лисичку, и даже сейчас он не знал, куда она убежала. Мэн Цинву послала ее позаботиться о чем-то, и она только что вернулась в город. Поехали в замок городского лорда. Вивиан использовала свою пространственную энергию, ничего не говоря. Деларес стояла в главном зале в настоящее время, играя с устройством связи в ее руке. Хотя она не понимала базовых знаний, лежащих в его основе, вещь, которую сделал Чутянь, была слишком проста в использовании. Можно было связаться с кем-то мгновенно, где бы они ни находились, без малейшего вмешательства. Произошло пространственное колебание. Вивиан вернула Чутяня обратно. Чутянь посмотрел на изнуренную дорогой Деларес. «Я не видел тебя несколько дней, куда ты ходила?»
Ты все еще спрашиваешь. Великий городской лорд на самом деле даже не знает, что делают его подчиненные. Деларес беспомощно покосилась на него. Я собрал 500 членов клана и создал караван клана Лис. Мы движемся в разных направлениях, чтобы создать торговый маршрут для города чудес. В эпоху карликов. Это место было в основном пустым городом. Карлики были хороши в научных исследованиях, но они были плохими в бизнесе и зарабатывании денег. Доход города зависел чисто от налогов иностранных торговцев. Теперь, когда правитель сменился, Комитет чудотворной торговли станет главной компанией. Если учесть, что такой талантливый торговец, как Мэн Цинву, теперь была вице-лордом города, естественно, она использовала бы превосходное географическое положение города для ведения большого бизнеса, было ожидаемым, что Мэн Цинву использует клан Лис. Чутянь в прошлом также считал, что члены клана Лис были прирожденными торговцами. Я использовала транспортный свиток, чтобы вернуться и сообщить о прогрессе. Деларес похлопала по своей талии, где еще висели 2 свитка, но, говоря об этом, эту вещь действительно легко использовать. Ерунда. Ты знаешь, как ценен 1 свиток прямо сейчас. У Комитета чудотворной торговли было всего несколько транспортных свитков. Хотя Чутянь собрал большую кучу ика-звезд, у него еще не было времени сделать их. Похоже, Мэн Цинву отдала оставшиеся свитки Деларес, чтобы ей было легче возвращаться и сообщать о ситуации в любое время. Деларес не стала терять слов и прямо сказала: мы связались с близлежащими племенами и городами, и даже с некоторыми крупными городами. Почти все они были очень заинтересованы в наших продуктах. Это хорошая новость. Но мы столкнулись с проблемой. Деларес мягко вздохнула. Я пришла сюда, чтобы обсудить этот вопрос, но, к сожалению, вице-лорд находится в закрытой тренировке. Хотя я очень неохотно, я могу говорить только с вами. Чёрт. Ты говоришь это так, как будто я очень хочу. Чутянь обнаружил, что что-то не так. Он боролся с шаманами и религией нежити, укрепляя авторитет и славу. Молодая мисс прибыла всего на несколько дней, но она уже была центром внимания для всех. Уважаемый городской лорд стал украшением.